Всем привет! Вы на канале Нитка KZ. Меня зовут Жанара. Это видео мастер-класс по вязанию сумочки кроссбоди из полиэфирного шнура. По размеру сумочка получилась шириной 25 см, высотой 20 см. Вот такой красивый узор по всей сумочке мы с вами свяжем и на основной части, и на боковинах, и свяжем также ручку жгутиком. Также в описании под видео я оставлю ссылку на другой мой мастер-класс по пошиву подкладки для такого типа сумки. Если вы еще не подписаны на мой канал, подписывайтесь, чтобы не пропускать новые интересные видео. Также смотрите уже созданные мною видео мастер-классы. Очень много мастер-классов по вязанию сумок. Материалы для сумочки у меня это полиэфирный шнур толщиной 3 мм. Мне понадобится 300 метров. Крючок номер 3. Из фурнитуры нам понадобится портфельный замочек, крепление на болтиках, цвет белый никель. Держатели для ручки сумки, длина 48 мм, крепление на болтиках. И колечки для сумки, диаметр 40 мм. В описании под видео я оставлю артикулы на товары. Начинаем вязание, оставляем короткий кончик и набираем цепочку 36 воздушных петель. Далее вяжем первый ряд. Первую петельку пропускаем, вводим крючок во вторую петлю и начиная со второй петли за одну полупетлю вяжем столбиками без накида 35 петель. В конце каждого ряда делаем воздушную петельку для подъема следующего ряда. Начиная со следующего ряда вяжем узор. Первую петельку пропускаем, в следующую петлю вводим крючок за обе полупетельки и вяжем столбик без накида. Затем делаем накид на крючок и вводим крючок позади на один ряд ниже в угловую петлю. И вяжем полустолбик с накидом. Далее одну петлю пропускаем, следующую вяжем столбик без накида. Делаем накид. Теперь смотрим. После предыдущей нижней петли одну пропускаем и в следующую внизу вяжем еще один полустолбик с накидом. Опять одну петлю пропускаем, в следующую вяжем столбик без накида. Делаем накид. Внизу отступаем одну петлю от предыдущей длинной и на один ряд ниже вяжем один полустолбик с накидом. И далее также мы продолжаем с вами вязать до конца ряда. Всего у нас должно получиться 17 раппортов узора. Считаем по длинным петлям.
Итак, мы заканчиваем. Связали пока что 16 раппортов узора. И я хотела показать вам, как вязать последний 17 раппорт. Здесь у нас осталось 3 петли. Одну пропускаем, следующую вяжем, столбик без накида. Затем столбик, полустолбик с накидом. И в последнюю петельку вяжем столбик без накида. И не забываем воздушную петлю в конце каждого ряда. Итого получается у нас 17 раппортов узора. Далее переворачиваем, вяжем следующий ряд. Опять первую петлю пропускаем. И мы будем вязать с вами через одну петлю. Это у нас петли, которые шли над длинными петлями в предыдущем ряду. Провязываем столбик без накида. И затем делаем накид и вводим крючок на один ряд ниже, на одну петлю дальше назад. В угловую петлю вяжем полустолбик с накидом. Одну петлю пропускаем, следующую столбик без накида, накид. И теперь у нас уже будет узор елочка. Мы вводим крючок возле длинной петельки и с противоположной стороны смотрим, чтобы крючок у нас вышел тоже возле длинной петельки и под узором галочка. И провязываем полустолбик с накидом. Опять одну петлю пропускаем, в следующую вяжем столбик без накида, накид. Вводим крючок возле длинной петли и обязательно смотрим с противоположной стороны. Крючок выходит у нас возле длинной петли под узором галочка. И провязываем полустолбик с накидом. И так далее продолжаем вязать до конца ряда. Опять же 17 раппортов узора. Вяжем последний раппорт, 17. Опять осталось 3 петли. Одну пропускаем, следующую столбик без накида, затем полустолбик с накидом. И в последнюю петлю столбик без накида. И так у нас получается 17 раппортов узора. И давайте еще один ряд свяжем вместе, далее уже будем вязать самостоятельно. Первую петлю пропускаем, во вторую столбик без накида, затем на один ряд ниже, на одну петлю дальше возвращаемся назад и вяжем полустолбик с накидом. Опять одну петлю пропускаем, в следующую столбик без накида. И уже возле длинной петли смотрим, чтобы с противоположной стороны крючок выходил правильно. Вяжем полустолбик с накидом. И так далее продолжаем до конца ряда, всего 17 раппортов узора. И так дальше продолжаем до конца ряда. Обратите внимание, что в конце ряда обязательно столбик без накида. И мы закончили, связали 17 раппортов. В конце столбик без накида.
И далее мы точно так же, как предыдущие два ряда, вяжем, продолжаем до высоты всего 62 ряда узоров. Мы закончили, связали всего 62 ряда узоров по 17 раппортов узора в каждом ряду. Как мы считаем? Вот это у нас первый раппорт, второй, третий, четвертый, пятый и так далее. Вот так считаем. В высоту всего должно быть 62. Также давайте измерим сантиметром. У меня получилась длина полотна 55 сантиметров и ширина полотна 22 сантиметра. В конце ниточку отрезаем. И кончик нити пока оставляем, мы его спрячем потом при обвязывании клапана. Далее мы с вами вяжем боковины. Оставляем короткий кончик, набираем цепочку 6 воздушных петель. Первую петлю пропускаем, начиная со второй петли вяжем 5 столбиков без накида. В конце каждого ряда делаем воздушную петельку. В следующем ряду в первую петлю вяжем прибавку 2 столбика без накида в одно основание. Далее на один ряд ниже в угловую петлю вяжем полустолбик с накидом. Одну петлю пропускаем, в следующую столбик без накида. И теперь на один ряд ниже, отступая одну петлю от предыдущей длинной петли, вяжем полустолбик с накидом. Одну петлю пропускаем и в последнюю 2 столбика без накида в одно основание. Итого у нас в начале 2, в конце 2 петли, между ними 2 раппорта узора. Итого 7 петель. В следующем ряду в первую петлю 2 столбика без накида в одно основание. Затем на один ряд ниже вяжем полустолбик с накидом. Далее одну петлю пропускаем, следующую столбик без накида, один полустолбик с накидом. Здесь мы не попадаем ровно по узору, поэтому просто примерно так прицеливаемся, чтобы это смотрелось относительно симметрично. Далее одну петлю пропускаем, в следующую столбик без накида и один полустолбик с накидом. Здесь уже мы попадаем в узор, вяжем возле длинной петли и под узором галочка. Теперь мы не отступаем, а просто в следующую петлю вяжем столбик без накида. И опять один полустолбик с накидом, уже не попадаем в узор, просто его куда-нибудь нам нужно прикрепить внизу. И в последнюю петельку 2 столбика без накида в одно основание. Итого у нас в начале 2, в конце 2 петли, между ними 4 раппорта, всего 11 петель. Начиная со следующего ряда вяжем по 6 раппортов узора в каждом ряду и уже без прибавок. Первую петельку делаем столбик без накида, затем один полустолбик с накидом и далее уже вяжем обычными петлями. Одну петлю пропускаем, столбик без накида, один полустолбик с накидом. Здесь мы немножко тоже в этом ряду не попадем в узор, нам просто нужно выйти на количество раппортов, 6 раппортов узора, поэтому мы вяжем немножко по бокам, не в попад. Самое главное, чтобы у нас получилось правильное количество 6 раппортов.
Ну и заканчиваем, как всегда, один столбик без накида. Давайте посчитаем, должно получиться 6 раппортов узора. И начиная со следующего ряда мы тоже вяжем, как мы вязали до этого в основном полотне. Первую петельку пропускаем, следующую столбик без накида, затем внизу один полустолбик с накидом и далее повторяем. Одну петлю пропускаем, столбик без накида, полустолбик с накидом. И так вяжем 6 раппортов узора до конца ряда. Далее продолжаем. У нас по 6 раппортов узора должно получиться 17 рядов. А всего в общем в боковине 19 рядов. Итак, мы закончили. В конце кончик нити отрезаем. Давайте еще раз посмотрим. Мы связали 17 рядов по 6 раппортов узора в каждом ряду. А всего в боковине 19 рядов. Вяжем точно такую же вторую боковину. Единственное отличие в том, что кончик нити не отрезаем. Давайте измерим наши детали. Получается ширина 8 сантиметров, высота 18 сантиметров. Далее мы будем присоединять боковину к сумке. Вот здесь по окружности у нас должно быть 45 петель. Итак, давайте посчитаем. Я считала вместе с угловыми петлями, и у нас должно получиться всего 45 петель. Точно так же на основной детали сумки вместе с угловыми петлями мы отсчитываем 45 петель. Считаем крайние петли в каждом ряду. Далее для клапана у нас остается 19 петель. И теперь мы прикладываем боковину поверх сумки. Обратите внимание, что я начинаю вязать с первого ряда, то есть с начала вязания основной детали. Здесь у меня воздушная петля. Я завожу одну петельку через основную деталь, делаю еще одну воздушную петлю и затем ввожу крючок через боковые петли на обеих деталях и вяжу столбиками без накида 45 петель. При этом кончик нити я прячу внутри этих петель. Старайтесь петли делать не слишком туго, чтобы полотно у нас не стягивалось.
И так далее. Продолжаем, вяжем 45 петель. Мы закончили, связали 45 петель. И далее мы продолжаем обвязку клапана. Вяжем столбиками без накида 18 петель. Связали до угла 18 петель. Здесь последнюю петельку угловую заканчиваем, довязываем. И в следующую петлю мы вяжем 3 столбика без накида в одно основание. Переходим на другую сторону. Здесь тоже вяжем столбиками без накида 32 петли до следующего угла. Закончили, связали 32 петли. Теперь в угловую петлю вяжем 3 столбика без накида в одно основание. Переходим на другую сторону. Здесь вяжем 18 столбиков без накида. Обратите внимание, здесь я отметила ту же самую петлю симметрично напротив противоположной стороны, где присоединяется у нас боковинка. И теперь точно так же, как с другой стороны мы пришивали боковинку, также прикладываем и делаем обвязку 45 петель, включая угловые петли. Итак, мы закончили, связали последние 45 петель. Далее вяжем уже соединительными столбиками. Надо сделать воздушную петлю и затем переходим на следующую сторону. И здесь за крайние петли в первом ряду провязываем соединительными столбиками. Это у нас получается 34 петли. В конце кончик нити отрезаем, закрываем последнюю петельку и кончик нити надо будет спрятать. Далее вяжем короткую ручку для сумки, набираем цепочку 3 воздушные петли. Теперь вводим крючок в первую петельку, замыкаем в кольцо, вяжем 3 соединительных столбика. Далее делаем прибавки 5 раз. Воздушная петля и в следующую соединительный столбик. Воздушная петля, соединительный столбик. И так делаем 5 раз. Сделали все прибавки и теперь давайте посчитаем, должно быть 8 петель по окружности. Далее продолжаем, вяжем только соединительными столбиками за одну полупетельку по 8 петель в каждом ряду. Вяжем по кругу, по спирали, всего 40 рядов.
Мы закончили, связали 40 рядов по 8 петель. Теперь нам нужно сделать убавки. Для этого мы одну петельку пропускаем, следующую вяжем столбик соединительный. Далее опять одну петлю пропускаем, в следующую вяжем соединительный. И так мы делаем 5 раз до тех пор, пока у нас не останется всего 3 петли. И теперь провязываем еще один ряд, всего лишь 3 соединительных столбика. Кончик нити отрезаем и прячем внутри ручки. Далее мы берем наши держатели для ручки и устанавливаем их на кончике ручки с обеих сторон. Давайте измерим нашу ручку. Получилась длина 32 сантиметра. Далее мы устанавливаем портфельный замок на клапан сумки.
Нам осталось только прикрепить кольца на клапан сумки, и на эти кольца мы прикрепляем короткую ручку. Итак, вот наша вязаная сумочка кроссбоди полностью готова. В описании под видео я оставлю ссылку на мастер-класс по пошиву подкладки. А мы измеряем нашу сумку. Получается длина 24 сантиметра и высота 20 сантиметров. Я желаю вам приятного вязания. Обязательно делитесь вашими работами в инстаграме, отмечайте мой аккаунт Nitka.kz. Также подписывайтесь на мой YouTube канал и смотрите мои видео. До новых встреч!